Здравствуйте, меня зовут Татьяна, вы на канале Вязание Хобби, и сегодня хочу вам показать вот такой вот пышный красивый узор. Это у нас полупатентная резинка, она еще называется полуанглийская. Есть такое понятие, как патентная резинка, то есть английская. Я сейчас вам покажу образец, вот смотрите. Он смотрится одинаково на одной стороне и на другой стороне. Вот видите? Получается и на лицевой стороне, и по изнаночной стороне у нас одинаковый узор идет. Это называется английская резинка. То есть тогда, когда узор одинаковый и на одной стороне, и на другой. Что касается вот этого узора, которым я вяжу сейчас вот свитер, я буквально его уже довязываю. Мне осталось совсем немножко. Это у нас полуанглийская резинка, то есть полупатентная. Я вяжу именно вот таким по узорам. Вот это вот у меня считается лицевая сторона. Вот видите, этот узор очень пышный. Такие вот получаются ячейки. Красиво смотрится вот по лицевой стороне. И вы знаете, очень хорошо смотрится, естественно, и по изнаночной стороне. Растягивается. И я хочу отметить то, что он тянется довольно-таки очень хорошо. То есть, если мы вяжем какое-то изделие, мы должны помнить о том, что это полупатентная резинка, она очень хорошо тянется вниз. То есть на 1 сантиметр в длину наш свитер вытянется точно. После того, как оно пройдет ВТО, и когда мы станем носить, оно будет вытягиваться. Смотрится очень красиво. Вот по лицевой стороне получаются вот такие вот ячейки. Но если вы хотите вязать именно вот таким вот, скажем, такой вот резиночкой, тоже очень красиво смотрится. На ваш выбор. Провязывается он очень просто. Сейчас я вам покажу, как я вяжу в круговом вязании, а затем расскажу, как этот узор вяжется в поворотном вязании. Вот смотрите, у меня это рукав. Первый ряд. Он провязывается следующим образом. Раппорт у нас составляет 2 петли. Смотрите, если идет изнаночная, значит мы ее должны снять вместе с накидом. Сначала мы делаем накид прямой, а затем вот эту вот изнаночную мы снимаем. Получается, ниточка у нас на спице. Вот она. Дальше идет лицевая, мы ее провязываем. Вот это у нас раппорт. И повторяем дальше. Накид, изнаночную снимаем. Нить у нас на спице. Вот так вот она лежит. И дальше идет лицевая. Так, я хочу отметить то, что у нас получается изнаночная провязывается очень легко. Смотрите, она снимается вместе с накидом. То есть не нужно специально вот так вот захватывать нить, так? Мы берем спицу, подхватываем вот таким образом за вот эту вот изнаночную петлю и снимаем. Смотрите, вот таким образом оно очень легко провязывается. То есть провязывается она быстро. Вот это у нас есть первый ряд. Раппорт, как я уже сказала, составляет 2 петли и 2 ряда. Второй ряд раппорта. Смотрите, у нас изнаночная вместе с накидом. Мы их провязываем вместе вот таким образом. Лицевая у нас провязывается всегда. Опять изнаночную мы провязываем вместе с накидом, лицевую провязываем. Изнаночную провязываем вместе с накидом, и лицевую провязываем. И так повторяем. Теперь, что касается поворотного вязания. Смотрите, первый ряд у нас будет одинаковый. То есть мы будем провязывать лицевую, а изнаночную делать с накидом. Ряд первый у нас точно такой же, как и при круговом вязании. То есть провязываем лицевой, делаем накид и изнаночную снимаем. Что касается второго ряда, вот вы развернули вязание, смотрите. У нас получается вот на спицах вот эти вот накиды.
И мы будем провязывать следующим образом. Первая петля изнаночная, мы ее будем просто провязывать. Дальше идет у нас лицевая с накидом, мы будем провязывать вместе. Изнаночные петли мы будем провязывать, а лицевую, которая идет с накидом, мы ее будем провязывать вместе лицевой. Кроме этого, я хочу еще отметить то, что те, кто собираются вязать вещи вот такой вот резинкой, полупатентной, полуанглийской, должны знать то, что расход пряжи увеличивается. Вот на этот свитер, который я уже почти связала, вы знаете, у меня уходит 700 грамм. Если бы я вязала, скажем, не этой резинкой, а каким-то обычным узором, то у меня бы ушло 550 грамм. То есть расход пряжи вот этим вот узором, этой резинкой, он увеличивается. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, всем спасибо за просмотр. Нажимайте пальчик вверх. И до новых встреч!